Надеты на руки перчатки, и на лицо положен грим. С носков на пятки, с носков на пятки, и вот я здесь веселый мим. Я одолеть могу цунами, любая буря не страшна. Но страшно, если между нами стоит незримая стена. Не проходите мимо, мимо, ему ведь так необходимо все время знать, что он любим. Жить без любви не может мим. То я лечу, как будто птица, то извиваюсь, как змея. Все то, что часто ночами снится, на сцене представляю я. Когда мне больно из портера, я слышу ваш невольный скрик. О, как нужна мне ваша вера в то, чем живу я в этот миг. Не проходите мимо, мимо, ему ведь так необходимо все время знать, что он любим. Жить без любви не может мим. Мои уста хранят молчание, мим обречен молчать, увы. Но я печален, и вы печальны, но я смеюсь, смеетесь вы. А если непонятно что-то, судить, мой зритель, не спеши. Мое искусство не работа, а состояние души. Не проходите мимо, мимо. Ему любовь необходима. Ой. Если вы думаете, что это я, то ошибаетесь. Это мой друг. Когда мне одиноко, я разговариваю с ним. Я могу рассказать ему о самом тайном и дорогом. Моя мама часто говорит мне, чтобы я не повторял в жизни ее ошибок. Но чтобы не повторять ошибок, я должен знать, в чем именно они заключаются. И мама мне регулярно об этом рассказывает. Об одной маминой ошибке мне известно особенно хорошо. Я знаю, что мама погибла для большого искусства, зато в малом искусстве она проявила себя замечательно. Малым искусством я называю самодеятельность. Папа спорит со мной. Нет больших ролей и нет маленьких. Так Станиславский утверждал. И ты не можешь к этому не прислушиваться. В Москве, рядом с Большим театром, находится малый. Но он так называется вовсе не потому, что он хуже Большого. Понятно? Мы довольно часто переезжаем из города в город, потому что папа строитель. Он наращивает мощности разных заводов. Мы переезжаем, наращиваем и едем дальше. Но прежде чем перебраться на новое место, папа обязательно узнает, есть ли там клуб или дом культуры. Когда выясняется, что есть, он говорит, можно ехать. Это мамины альбомы. Мама поет. Мама в ролях. Мама в поэзии. Сегодня утром мама заявила мне. Я не хочу, чтобы ты повторил мою ошибку и приобщился к миру прекрасного слишком поздно. Пора? Что ты предпочитаешь, пение или танцы? И я выбрала пение. Алло? Да, мама, иду. Вообще-то я хочу быть клоуном, но во Дворце культуры на клоунов не обучают, а в драм-кружок я не хочу. Но я все равно буду клоуном, когда вырасту. Чтобы стать клоуном, надо страшно много знать. Всего такого, что никто не знает. Клоуны привыкли считать дурачком. А ведь он только прикидывается, что всем стало веселее жить.
Скажите, пожалуйста, где нам найти руководителя хора? Они поют Баха. А где нам найти Виктора Макаровича? Вы не подскажете? Девочку, которая общается с Бахом, мама не может не называть на «вы». Он в коридоре. Пойдемте, вас провожу. Постой! Постой! Сейчас я пытаюсь... Давай! Так, так, опля! 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 Ой. Вот он прыгает. Погоди! Постой! Что? Что он делает? Играю в чехарду. Извините, у меня дела. Простите, пожалуйста, вы Виктор Макарович? Я! У нас разминка! Я понимаю. Знаете, что вот мой сын Миша, он хочет записаться к вам в хор. Прекрасно. Как тебя зовут? Миша Кутузов. Прекрасно. Не пора ли нам начинать? А мы идем. Мы уже идем. Мы идем. Это наш аккомпаниатор и дирижер. Маргарита Васильевна. Второй дирижер. А вот Миша хочет записаться в наш хор. Как, прямо сейчас, во время репетиции? А почему? Разве мы не успеем его послушать? А ребят пусть поиграют. Если вы так считаете. Да я уверяю вас, успею. Значит, ты у нас Миша Кутузов. Кутузов. Очень Дай приятно. сюда. Да вы не волнуйтесь. Садитесь. Ну, Миша Кутузов. Позволь, ты же почти что Кутузов, а? Я и сам не раз задумывался, что наша фамилия когда-то была Кутузов. Но какой-то предок из скромности изменил «З» на «С». Спой нам что-нибудь, Миша. Он так часто поет. А что ты любишь петь больше всего? Больше всего. Ну, Из классиков или из современного? Дело в том, что Мишенька поет и то, и другое. Ага. Может быть, и Чайковского? «Пиковая дама». Песенка мальчиков. А? мы все здесь собрались, назло врагам российским, злой недруг берегись, и с помыслом злодейским беги или покорись. Лучше про миллион алых роз. Каких роз? Алых. Мишенька, ну мы же с тобой это не разучивали. Ну и что? Я почти каждый день это слышу. Это что ли? Точно. Только с припевом, пожалуйста, если можно. А может быть, он нам споет без аккомпанемента? Как вам угодно. Бизе! Детская песенка из оперы «Кармен». Прекрасно. Оперу «Кармен» написал Жорж Бизе. Он любит музыку. Да. А то была просто шутка. Виктор Макарович, мы с вами никогда не обманывали детей. Не будем этого делать и сейчас. У мальчика нет ни слуха, ни голоса, ни чувства ритма. Ни слуха, ни голоса, ни чувства ритма. Увы. Но от этого не умирают. Вы не волнуйтесь. Да вы не волнуйтесь, вы не волнуйтесь. У мальчика, безусловно, есть голос. Голос есть у каждого человека. Конечно, кроме глухонемых. Вот слух. Простите. Ну-ка, произнеси еще раз слово «бизе» и так далее. Жорж Бизе. Детская песенка из оперы «Кармен». Слыхали?
А вы говорили, что у него нет голоса? Нам ведь нужен ведущий программу. Мальчик с открытым и приятным лицом. Вы согласны, чтобы он был у нас ведущим? Ведущим? Ну, ведущий это не так уж скромно. Слово конферансье нам не нравится. Вы согласны, Маргарита Васильевна? Он будет объявляла. Объявляла! Он первый встречается со зрителем. Его голос звучит еще до того, как зазвучит на сцене музыка. Он должен зарядить людей вниманием, интересом. А это, знаете, это очень ответственно, очень ответственно. Это надо ведь не просто произнести фамилию композитора или название песни. Надо голосом своим выражать отношение. Отношение к сочинителю и его музыке. А чтобы иметь свое отношение, нужно знать. Знать. Вы согласны? Я согласен. Где музыка берет начало, где ноту первую берет, в горах мне отвечала, в горах мне отвечала ее торжественный восход, ее торжественный восход. Где музыка берет начало, где тот живительный сон, в лесах мне птица прокричала, в лесах мне птица прокричала, начало музыкальных струн, начало музыкальных струн. Где музыка берет начало, где муза песни рождена, моря у старого причала, моря у старого причала, мне так ответила волна, мне так ответила волна. Где музыка берет начало, в каком краю ее рассвет, в краю, где лето звучало, в краю, где лето звучало, в краю, где ты оставишь след, в краю, где ты оставишь след. У него врожденный артистизм. Какое счастье, что его углядели вовремя. Да, малыш. Орландо Лассо. Эхо. Малыш, по-моему, твое концертное бархатное платье так и просит занять место рядом с этим великолепным концертным костюмом. Теперь я думаю, оно мне не скоро понадобится. Кстати, в твое последнее увлечение как непривычно мало посвящены. Хотя, я же понимаю, поэзия дело интимное. Согласен? Миша, у нас потрясающая мама. Просто потрясающая. Проверим. Она у нас не только талантливый финансист, она талантлива во всем. Спасибо. Абсолютно во всем. Да. И надо сказать, такие натуры типичны для Руси. Ну, возьмем хотя бы, к примеру, Федора Ивановича Шаляпина или там Бородина. Один по воскресеньям сочинял музыку, другой великолепно рисовал.
И это было для них своего рода тоже самодеятельностью. Да? Да. Вы так считаете? Для пользы дела мы должны считать это пройденным этапом. Ну, конечно, не могу согласиться. Ну, потому что вы практически не правы. Если думать о пользе дела, то мы должны... Да. Так неожиданно. Помимо всего прочего, мама обладает еще одной уникальной способностью. Часами разговаривать по телефону. Миша, принеси пепельницу нового телефона. А? Понял. Не знаю. Ну, неожиданно, потому что... Да. Кто? Гурьянов. Вот тут Мишенька интересуется, с кем я разговариваю. Передам. И вам большой привет. У него сегодня праздник. Впервые выступал в роли конферансье. Ну? Гурьянов. Ну, понятно, что Гурьянов. Кто же еще? Какая-то страсть у человека обсуждать все финансовые проблемы по телефону. Хорошо. До свидания. Мне кажется, я бы его узнал, даже если встретил на улице. Мне мама столько хорошего о нем рассказывала. Только не надо его идеализировать, ладно? Кстати, у него, как у заместителя начальника стройки, масса недостатков. Например, он здоровается только с тем, кто ему на сей раз нужен. Представь себе масштаб его забот. И еще он хоть раз спросил, как ты себя чувствуешь. Лично моим здоровьем он почему-то не интересовался ни разу. У него нет времени на этикет. Ну, если бы кто-нибудь из нас заболел, он обязательно помог бы. Ой, сейчас упал. Не сомневаюсь. Уже упал. А почему он не приходит к нам в гости? Мне лично было бы очень интересно на него посмотреть. Потому что наш век телефон все чаще заменяет живое человеческое общение. Ты так думаешь? На нем держится вся стройка. Он одаренная творческая личность. Он схватывает на лету любую идею. Схватывает, звонит, при этом советуется, всегда смотрит вперед, в будущее. Гурьянов даже приснился мне однажды с подзорной трубой в руках. Он разглядывал, что делается там, впереди. Взрослые люди утверждают, будто трудно объяснить, за что именно любишь человека. Но я бы, мне кажется, мог объяснить, за что я люблю дирижера нашего хора, Виктора Макаровича. Во-первых, он раньше всех заметил, что у меня открытое и приятное лицо. Во-вторых, он один знает, что я буду клоуном. Он верит, что у меня получится. В-третьих, он умеет показывать фокусы, играть не только в чехарду, но и вообще во все игры. И обязательно побеждает. Директора Дома культуры, которого мы прозвали Дердомом, он обыгрывает запросто на бильярде. Дердом очень нервничает и объясняет свои поражения тем, что на нем вся культура. А почему вы здесь? Нам комнаты не дали. Играть нам негде. Дай-ка мундштук, а? Нам штуки не дают, чтоб не дудели. Пока комнаты нет. Будет вам комната, будет. Я вам это обещаю. О, слушайте, вы хор. Хор. А что является синонимом слова хор? Что? Коллектив. Коллектив. Я так считаю. Вы согласны со мной, Маргарита Васильевна? Впереди у нас 2 отчетных концерта. Один для юных жителей города, другой для взрослых. Обещал приехать сам Женя Наливин. Ну, помните об этом. Первое, ну нельзя прятаться за спины впереди стоящих и за их голоса. Второе,
Никто не должен жить на сцене как бы сам по себе. Но в смысле чувства ответственности каждый из вас солист. Я правильно говорю, Маргарита Васильевна? Ну, встали. Короткий перерыв. Потом все с самого начала. Мишенька, Мишенька, задержись. Задержись, пожалуйста. Задержись. А ты, Мишенька, ну, когда объявляешь, исходи не из звучания фамилии, а из характера произведения. Ну, если тебя послушать, то получается, что самый прекрасный композитор на земле Орландо Ласс. Ну, он сочинил очень колоритную песню «Эх». Не спорю. Вот, ты объявляешь его с таким, понимаешь, упоением. Почему? Потому что красиво звучит. Орландо Лассо. Ты сумеешь так сделать? А? Эх, мне бы клоуном быть. Погоди, о чем мы с тобой говорили? Да, ну, а фамилию Бородин произносишь так, между прочим. А почему? Может быть, потому что у нас в хоре поет Люда Бородина? Значит, никакой экзотики. Это если не заглянуть внутрь. Запомни. Запомни. Имя Творца создает его произведение. Вы согласны со мной, Маргарита Васильевна? А куда она ушла? Не знаю. Может быть, тебе не интересно меня слушать, но все же нужно знать. Нужно знать. И все это очень пригодится в осуществлении твоей главной мечты. Поверь мне. Поверь, знать, чувствовать музыку – это не только наслаждение. Это богатство. Поверь мне. Пойду попрыгаю с ребятами. 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Эй, ты, с тросточкой, я тебя узнала. Ты клоун, точно? Точно. Слушай, а кто это играет? Мандолина. Ну, ясно, что мандолина, а играет-то кто? Я и говорю, мандолина. Это Вовка из соседнего подъезда. Его все так зовут, а играет он на домре. Да, есть такой инструмент, домра. Я уже несколько дней слышу его. Играет виртуоз. Этот ваш виртуоз свою мать в больницу уложил. Как он мог ее уложить? А вот так. Вы сначала узнаете, а потом говорите. Конечно, вы только въехали. А вот поживете здесь с нашей, узнаете. Мало того, что он тренькает с утра до ночи, он еще здесь толпу собирает каждый день. Да, концентрируется шпана. Поразительно. Значит, если много ребят собираются в школе, то это класс или отряд? А если во дворе шпана? Мам, Для чего же людям ты же сама изменяет говорила, память? что опаздывать нехорошо. Детство свое и то забывают. Здесь гибнет талант. Эй, клоун, подружку хочешь? Не, спасибо. У меня сегодня разгрузочный день. Да ты же голодный. Слушай, Бородина, а в какой квартире мандолина живет? Мандолина, 22-й. А зачем он тебе? Много будешь знать. Классный чердак, а? Неделю искал.
Главное, соседи кричать не будут. Ха, здесь даже жить можно, не то что играть. Держи свою мандолину. Это Домра, а не мандолина. Ну, извини. Да нет, ничего, я уже привык, что нас так называют. Примерься. Если неудобно, я табуретку из дома приволоку. Понимаешь, главное создать тебе идеальные условия для творчества. Спасибо, удобно. Слушай, а что тебе сказал Дирдон? Я же говорил, сказал, принеси дневник. Ну и? Ну что, ну и? У меня там 3 на 3, а с математикой просто завал. А что Дирдон? Сказал, чтобы я даже не мечтал. Сначала, говорит, отметки, а потом кружок. Мы, говорит, должны думать о репутации Дома культуры, о его лице. Ладно, не расстраивайся, придумаем что-нибудь. Дурак я, у меня же суп наверняка выкипел. Теперь папа остался без обеда. Подожди. Виктора Макарыча никто не провожает в Дом культуры и никто не встречает. Он живет один. На той же улице, что и мы. Я думаю, у него просто не хватило времени завести свою семью и своих детей. Потому что утром он репетирует с младшей группой хора, днем со средней, а вечером со старшей. Или наоборот. Так было всю жизнь. Значит, из-за нас, из-за наших песен он живет на свете один. Понимаете, Виктор Макарыч, по мнению моей мамы, просто гибнет талант. Определим его в струнный оркестр. Хорошо. Такого пропускать нельзя. Позови его завтра. Он не пойдет, я уже предлагал. Отказывается идти. Почему? Не знаю, он вообще парень неразговорчивый. Неразговорчивый? Прекрасно. Это... Где он живет? Рядом с нами, в соседнем подъезде. Да? Да. Ну, если гора не идет к Магомету, то... Верно, пошли. Если гора не идет к Магомету... Ой, Виктор Макарыч. Неужели? Виктор Неужели? Макарыч. Димуля! Да. Димуля! Да, я сейчас. Я сейчас. Ой, как неожиданно-то. Ой, я сейчас все приберу. Садитесь, пожалуйста. Вот так. Так, ну ладно. Ой, это мы сейчас. Димуля! Ой! Это я? А? Дима? Дима. И Рима. Ага. Рима и Дима. И Дима, да. Дима. А это Рима. Рима, да. Имена рифмовались и пели дуэтом. Она в больнице. Вот мы сейчас с Володькой и зашиваемся совсем. Погодите. Вы что, поженились? 17 лет назад. О, и что же, и так и не сообщить мне? И ни разу не прийти? Ведь вы же были моими любимцами. Поэтому мы и стеснялись. Ведь вы же нам предсказывали музыкальное будущее. А мы ничего этого не оправдали. Да, я вообще с 10-леткой остался. А Рима закончила техникум, к тому же, ну, в общем, бухгалтер она. Да я разве вас за голоса любил?
Дима и Рима. Рима и Дима. Срифмовались. Сохранили дуэт. Да. Я очень рад. Я очень... Погоди. Ты сказала, она в больнице? Да. А что с ней? Сердце у нее. Всю жизнь сердце. Да, я помню. Она страдала ангиной. Я все боялся за ее голос. Рожать ей нельзя было, а она родила. Володьку, Мандалина. А, кстати, где он? Это прозвище моего сына. Он ушел в магазин. А ты его знаешь? Его весь дом знает. Но не весь дом любит. Он играет на домре. И, по-моему, неплохой мальчик. Добрый очень. Будущий виртуоз. И мы с ним до сих пор не познакомились. Забыли меня. Совсем забыли. Вас. Дерима все время ставит вас в пример и мне, и сыну. А я ставлю вас в пример и сыну, и ей. Да. И каков же результат? Учится плохо. Вот тебе на. В дневнике 3 на 3. И с математикой очень не ладит. И у меня с математикой было И плохо. я с ней не лажу. Ну, музыкант – это призвание. В конце концов, он может позволить иметь себе 3. А вот объявляла. Должен успевать по всем дисциплинам. А тебе, Димуля, надо было пойти к дирдому. Ходил Мандалина, то есть Володя, ходил к дирдому, и дирдом ему отказал. Мандалина, то есть Володя, его так просил, объяснял, что к математике не способный, а дирдому наплевать. Ему лишь бы показуха была. Так надо было прийти ко мне. Сначала отметки, а потом кружки. Разве ты не понимаешь, что правила приема в хор для всех одни, для всех на свете? Есть утвержденный порядок. Это знают все родители. Тут я вижу у вас талант на таланте. Миша, опять ты извел мою губную помаду? Мамочка, она мне нужнее, чем тебе. Ты у нас и так красивая. Правда, папа? Правда. Вы опоздаете со своими бесконечными сборами. Вы, пожалуйста, садитесь с Димулей. Рядом. Представляете, каково ему? Кстати, Миша, ты все-таки узнай, как его имя, там, отчество. А то нам с мамой как-то неудобно называть его Димулей. Мы с ним в хоре не пели, правда, малыш? И главное, обрати особое внимание на пересказ содержания песен, которые вы исполняете на иностранных языках. О, мама мия. У нас должно создаться впечатление, что мы путешествуем с тобой по земному шару. На черепахе. Мам, ну чего ты так волнуешься? Я всего-навсего объявляла, просто объявляла. Всего-навсего объявляла? Ну уж нет. Ты должен доказать сегодня всем и самому себе, что ты вовсе не объявляла, что ты артист. Ну, конечно. О чем ты говоришь? Ну, конечно, буду. Подожди. Прости, минутку. Извини, я позже перезвоню. Безобразие. Ему я не могу сейчас высказать, но у тебя же в руках программа, которая утверждена. Дети Сябеда, покажи мне. Это идет сверх программы. А кто это сверху утвердил? Мандалина одаренная личность. Послушайте, как он играет. Есть правила приема в хор, есть утвержденный порядок. Я объяснил это его родителям. Они, значит, с черного хода. Ну пойми же ты, Миша, что правила приема в хор для всех обязательны. Ну-ка, дай сюда программу. Я не
не уверен, что вы туда еще вписали. У нас во дворе Здесь не двор. сейчас ребята из нашей школы начнут скандировать и кричать «пис». Точно, вот это скандеж. Ого, даже ногами топают. Это уже слишком, мы об этом не договаривались. Послушайте, это же триумф! Ну, как этот мандолина похож на Димулю, А а? голова такая же круглая, только с волосами. А Дердом говорит, что его лицо нам не подходит. Он считает дневники нашими лицами. Ну, и мое лицо может испортиться. Особенно ноги. Так что я дирижировал вами сегодня последний раз. Скажите, вы что, разыгрываете меня? Последний раз. Как в последний? Был консилиум. О, это грозный совет докторов. Когда консилиум принимает решение единогласно, значит все. Неизлечимая болезнь ног. А от чего это? Ну, говорят, курил много, а я никогда не курил. Говорят, вел неподвижный образ жизни, а я всю жизнь двигался. А теперь ходить нельзя, стоять нельзя, дирижировать можно только сидя. Ну и что же? Ну и что же? Это будет отличать вас от всех остальных. Вы сидите, а они перед вами стоят. Учитель, когда разговаривает с учеником, сидит, а ученик перед ним стоит. Но Дердом считает, что сидячий дирижер, руководитель пионерского хора, это для его дома не подходит. Так что времени теперь будет достаточно. Приходи ко мне. В шахматишки сыграем. Ведь есть какие-то средства. Есть. Меньше ходить, не перегружать ноги. В общем, перехожу на сидячие игры. Как же теперь? Будете петь под руководством Маргариты Васильевны. Маргарита Васильевна? Но ведь она тоже не молодая. А разве заметно? Пусть она проявит себя как дирижер на первом же концерте. При ваших родителях и общественности. Чтобы они не волновались. Через неделю? Да. А что? Чего? Чего тянуть? Откройте мне! Ма, смотри. Угу. Нет, нет, он не должен уйти. Он же талант. Он единственный в своем роде. Неужели ничего нельзя придумать? Ведь безвыходных ситуаций не существует. Я буду думать. Я тебя очень прошу. И папа пусть подумает. А, кстати, где он так поздно? Папа, какие-то неотложные дела. Надо доказать, что без Виктора Макарыча ваш хор петь не может. Ух ты!
Молодец. Да, мы докажем, что без него мы не можем петь. Пусть мама ищет свой выход из положения, но и я не буду сидеть сложа руки. А ты Лёшку не видела? Не слышишь, что ли? Да там он, в зале. Ну так бы сразу и сказала. Миша Кутузов, я надеюсь, сегодня обойдется без сюрпризов. Вот она смена. Вы тоже поете в хоре? Нет, это наш конферансье Миша Кутузов. А это, Миша, ты, конечно, узнал, гордость нашего оперного театра, заслуженный артист республики Евгений Семенович Наливин. Бессменный ведущий телевизионного музыкального клуба. Я помню ту сенсацию, какую вы произвели своим первым. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Пожалуйста, пожалуйста. А где же наш бесценный Виктор Макарыч? Он, вероятно, в зале. Сегодня дирижирует Маргарита Васильевна. Здравствуйте, Маргарита Васильевна. Здравствуйте, Женя. Напоминаю, первый звонок уже был. Быстренько привести себя в порядок. Хочет показать всем, что хор справится без всякого его участия. Но мы с тобой докажем противоположное. Ты все понял, Леша? Несу полную ответственность за проведение операции. На место. Миша, девочки по местам. Напоминаю, скоро второй звонок. Ну, звонок мы можем оттянуть. Все в нашей власти. Из-за меня? Ни в коем случае. Виктор Макарович будет сердиться. Кстати, а почему не пришел за кулисы? Ну, ничего, ничего. Увидитесь в моем кабинете. Поверьте, учитель, это не на почве переедания, а все от неправильного обмена веществ. Но за болезнь ведь не судят. Победителей, Женечка, вообще не положено судить. Я счастлив, что ты знаменит и заслуженный. Но это и вами заслуженно. Если бы не вы, ведь вы первый обнаружили у меня. Вы первый услышали мою увертюру, мою прелюдию. А теперь вот опускается занавес. Ну, ты с ума сошел. Каруза был полный, а Джили это... Врачи советуют переходить на концерты, а может даже на педагогическую работу. Абсолютно справедливый совет. Эх, значит, и тебе, врачи. Я всегда восхищался, учитель. Девочки, соберитесь. За столько лет, среди этого бушующего океана, я бы дня не выдержал. А как же ты собираешься переходить на педагогическую работу? Буду учить вокал, только вокалу. Это ваше призвание, весь их мир. Может быть и так, Женечка. Но ноги подводят. Все тот же неправильный обмен, который производит время. Обмен здоровья на нездоровье. Эх, мне тоже, видно, придется поискать для себя новое место в жизни. Оно только здесь, в этом доме. Без вас Дом культуры просто утратит первое слово в своем имени. Просто перестанет быть домом. По крайней мере, для них. Начинаем отчетный концерт детского хора Дома культуры. Дирижер Маргарита Васильевна Кудрявцева.
Что это такое? Разве я вас этому учил? Вы-то нас научили, но вот без вас. Что ж, я должен буду публично принести извинения залу, вашим родителям и Маргарите Васильевне. Ни за что. Да я вас просто не пущу. Одну минуточку. Уже поступают заявки с мест. Я передаю эту просьбу хору. И она, конечно, будет исполнена. Так это ты сделал, мой добрый мальчик. Да мы просто не хотим с вами расставаться. Только не повторяй моей ошибки. Не выкладывайся до конца на первой дистанции. Слушай, а что у вас там произошло вначале? И извините, пожалуйста, Миша, как бы мне позвонить Риме? Я хотел бы сообщить, что у Володьки все в порядке. Телефон в кабинете у дирдома. В прошлый раз я звонил оттуда, но там сейчас Дирдом и Виктор Макарыч. Да? Автомат возле кассы. Внизу? Ага, понятно. Слушай, Миш, так что все-таки у вас там произошло-то? Ничего не случилось. А? Знаешь, малыш, по-моему, твоя Маргарита Васильевна все-таки права. У нашего сына неблагополучно ни со слухом, ни с чувством ритма. Я убежден, что все это безобразие вначале произошло не случайно. Это была попытка сорвать наш отчет. Простите меня. Зайди сюда, Миша. Зайди. Идем. Прошу вас. Ничего подобного до появления вашей или вашего мандолины не было. Говорят, он родную мать уложил в больницу, а теперь уложит наш хор. Володя тут ни при чем. Во всем виноват я. Ты? Зачем? Зачем брать на себя вину кому-то? Все было совершенно естественно. Просто ребята не привыкли ко мне, они волновались. И, видимо, я не могу. Дирекция у себя? Это был прекрасный концерт. Маргарита Васильевна, я поздравляю вас. Фотографа бы сюда. Фотографа. Мы хотели, чтобы все было как прежде, чтобы вы остались главным дирижером, сидячим или стоячим. Мы только этого и хотели. Во-первых, есть средства, которые могут убить благородную цель. А во-вторых, я любил Маргариту Васильевну. Ее? Наверное, давным-давно, когда вы еще были молодым. Это не важно, когда это было. Важно, что было. И прошло? Прошло, это не значит, что кануло. Слушай, что-то я много раскладываю все по полочкам. Не слишком ли много задаешь ты мне вопросов? А почему вы на ней не женились? А это сделали до меня. А она, ну, вас. Она любила со мной работать. И если говорить словами Дирдома,
не думала о своем творческом лице. А теперь, наконец, это в какой-то степени было моим долгом. А может быть, вы уходите из-за этого? Нет, нет. Из-за неправильного обмена. Ты знаешь, как нет худа без добра, как говорится. Сколько черновой работы она делала вместо меня. А лавры доставались хору и мне. Говорят, что в один из самых страшных кругов ада попадали предатели своих благодетелей. Люди, не помнящие добра. Тот, кто не помнит вчерашнее, забудет сегодняшнее. Не будем принадлежать к нему. Не будем. Не будем. Я вот вас никогда не забуду. Спасибо тебе. Спасибо. Память может продлить жизнь человеческую, угасающую и, знаешь, даже угасшую. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я попою в пыли. Эх, Ну, как дела? Опять не сходится. Ненавижу я эти цифры. Да, явно не в маму. Потому что думаешь не о том, не можешь сосредоточиться. В этом вся твоя причина неспособности к математике. Ну, давай слух. Колхозники. Колхозник положил в сберкассу на срочный вклад 3% годовых, некоторую сумму денег. Через год сумма вклада составила 412 рублей. Хорошо. Сколько рублей положил колхозник в сберкассу? Ой, мама! Привет. Привет! А я нашла выход. Виктор Макарыч остается. Я никогда в тебе не сомневался. Что с тобой? Ничего, сейчас узнаешь. Проходи, есть будет? Куда ты? Послушай сначала. Подожди немного, у меня там пригорит. Ай. Мишенька, я сегодня, кажется, выигрываю. Хоть бы раз мне удалось не проиграть. Сегодня мы всех победили. Кого? И ваш консилиум, и детдома. Что ты хочешь сказать? Будет создан ансамбль. А у ансамбля будет художественный руководитель. Догадайтесь, кто? На фотографии мы видим его спину. Художественный руководитель не должен сидеть, не должен стоять, он должен только руководить. Осталось, как говорит мама, выбить штатную единицу. Она и Гурьянов ее уже выбивают. А вот дней через 15 этот проект осуществится. А Маргарита Васильевна будет дирижировать. Как это хорошо. Как хорошо. Значит, и Володя останется. Но вы же понимаете, если Гурьянов и мама за что-нибудь берутся, то можно быть абсолютно спокойным. А то директор говорит, когда исправишь тройки по математике, тогда и будешь играть. А если он их никогда не исправит? Да не в этом дело. Нет, нет, я твой отец, я за тебя радуюсь. Надо Риме сообщить. Надо рассказать. Суп остынет. Ну, суп. А это не беда. Разогреем. Когда, расставшись с сказкой, мы заходили в школьный дом, глаза наполнены лаской,
Настали в школе маяка, будет покой в мире глаза, с нами всегда ваши глаза, добрые, добрые, добрые ваши глаза. Когда сбивались на дороге, глядя всему наперебой, глаза наполнены тревогой, читали милый хор. Будет покой в мире глаза, с нами всегда ваши глаза, строгие, строгие, строгие ваши глаза. Слова прощания отвечали, десятилетия позади, глаза наполнены печалью, Значит, мы договорились, что на репетиции программа будет выглядеть так же, как на концерте. Договорились. Передохните. Миша. Миша, подойди на минутку. Я должна тебе кое-что сказать. Понимаешь, ты произносишь фамилию Мусорский так, как будто это твой товарищ по школе. Никакого благоговения. С гениями так нельзя. А ловко ты это тогда придумал. Сорвать мой дебют. Значит, ты любишь Виктора Макарыча? Да мы все его любим. А разве это не так? Я пришел сообщить приятную новость. Только что я подписал приказ о создании ансамбля. Он органично включает в себя вас, всю нашу хореографию и оркестр. Тихо. Вы на репетиции. Ну, ничего, ничего. Продолжайте работать. Маргарита Васильевна, можно мне выйти? Репетиция не окончена. Но мне надо. Извините, пожалуйста. Ребята, ну что вы здесь собрались? Проходите вниз. Там для вас комнату выделили. Виктор Макарыч, это Миша. Вы остаетесь. Уже есть приказ. Да, сейчас я вам его прочитаю. Художественным руководителем назначить Евгения Семеновича Наливина. Наливина? А ты чего здесь задержался? Как же так? Как же так? Художественным руководителем должен был быть Виктор Макарыч. Это же было решено. Кем решено? А потом знали все, и мама, и я. Вы с мамой? Вы назначили художественного руководителя? Исходя из чего? Виктор Макарыч всю свою жизнь. Он же 40 лет. Стаж работы – это еще не все. Исходить надо из интересов Дома культуры. Заслуженный артист. Всему городу известный певец приходит к детям руководить нашим ансамблем. Ну, неужели ты не понимаешь, как это прекрасно? Для зрителей, для афиши, для лица нашего дома. Это невозможно. То есть как невозможно? В коридоре висит приказ. Наливин сказал, что не хочет работать с детьми. Я сам слышал. Он пошутил. Но кто же не любит детей? Ты садись, Миша, садись. Пойми меня, что Виктор Макарыч – это пройденный этап, будущее за Наливиным. Потому что он заслуженный. Он заслуженный. Как сказал Виктор Макарыч, которого я уважаю не меньше, чем ты. И к тому же молодой или, как говорят, перспективный. Наливин собирался идти туда, где учат вокалу. А Гурьянов? Откуда ты знаешь Гурьянова? И Гурьянов согласился. Он всегда исходит из интересов дела. Откуда ты его знаешь? А Наливин? Неужели он согласился? Я ему объяснил, и он понял, в отличие от тебя. Искусство, Миша, это жестокая вещь. Это вы жестокая вещь.
Виктора Макарыча я давно знаю. Очень давно. Ты знаешь, я пел у него в хоре. Вы пели? Да, недолго. Певцом я не стал, так что практически это не имело значения. Но все равно, если вы пели в хоре, то почему же не позвонили Виктору Макарычу, не проверили? Знаешь, у меня сейчас очень дико напряженные дни. Вот смотри, написано на календаре «Позвонить Караваеву». Хотел позвонить, справиться с здоровьем. Вот такие дела. Дирдом во всем виноват. Кто? Директор. Дирдом? Это мне нравится, очень похоже. Ну ладно. Я думаю, что еще не поздно переиграть. А ты поешь в хоре? Нет, я объявляла. О. Соедините меня, пожалуйста, с директором Дома культуры. Тебя как зовут? Миша Кутусов. Миша Кутусов? Ну. А я-то все мучаюсь. На кого ты похож? Но вылитая мать. Это Гурьянов. Вы ввели меня в заблуждение. Оказывается, Виктор Макарыч мог остаться. Что, консилиум? Сейчас у меня нет времени. Потом я вникну во все детали. А пока отмените приказ. То есть, как это поздно? В сегодняшней вечерней газете будет заметка: из театра в самодеятельность. Заслуженный артист приходит к детям. Уже 5. Газета печатается. Я пришел, чтобы рассказать вам приинтереснейшую историю. Успокойся, Мишенька, я все знаю. А если непонятно что-то, судить, мой зритель, не спеши. Мое искусство не работа, а состояние души. Не проходите мимо, мимо, ему ведь знать необходимо, все время знать, что он любит жить без любви.
Я пытался успокоить его, развеселить, но у меня ничего не получилось. А потом мы с ним пили чай. И я сказала ему, что Гурьянов хотел все переиграть, но опоздал. А он ответил, что никогда бы на это не согласился. «Почему?» – спросил я. «Ну, во-первых, Жанин Оливин мой ученик», – сказал Виктор Макарыч. «А во-вторых, победа за чужой счет – это почти поражение».